Привет, друзья! Сегодняшний выпуск новостей Германии и Европы полон неожиданных событий, но начну с данных из Китая. Производители электромобилей там наращивают выпуск настолько быстро, что объемы уже сравнимы с целыми рынками крупных стран Европы. В Германии день тоже не прошел спокойно. В детских садах Нижней Саксонии и Бремена дошло до того, что группы закрываются одна за другой, а семьи внезапно получают совсем другое расписание, чем еще недавно. Кроме этого, депутат от «Зеленых» Клаудия Рот сделала заявление о финансировании проекта по сохранению тропических лесов. Она считает, что выделенные суммы канцлером Фридрихом Мерцем недостаточно для заявленных целей. В некоторых немецких городах рассматривают расчеты бюджета. Доходы от предприятий автомобильной промышленности Германии снижаются, и муниципалитеты готовят новые планы расходов. В то же время экс-канцлер Олаф Шольц на слушаниях в Мекленбург-Передней Померании рассказал о том, как обсуждалось строительство ЛНГ-терминалов и какие решения принимались в предыдущие годы. А в Соединенных Штатах Америки компании, работающие с искусственным интеллектом, сообщили о задержках в выпуске новых дата-центров из-за ограниченной электросетей. Также в Германии грузовые перевозчики изучают план ремонта железнодорожной сети на следующий год и оценивают возможные изменения движения на ключевых маршрутах. Про все эти новости последнего часа расскажу коротко, буквально за несколько минут. Итак, Китай готовится к новому рывку на мировом авторынке. По прогнозам, уже в 2025 году там могут выпустить почти 6 миллионов электромобилей. Для сравнения, это больше, чем весь годовой рынок новых машин в Германии. Темпы ошеломляют. Только за 9 месяцев этого года в Китае собрали 6,5 миллионов электрокаров, а это рост почти на 45%. И главное, производство растет быстрее, чем мировые продажи. То есть Китай выпускает столько, что другим странам почти невозможно догнать этот темп. Это создает значительные трудности для европейского автопрома. Германия, долгое время считавшаяся центром мировой автомобильной промышленности, может оказаться в положении, когда придется ускорять темп. Китайские компании быстро укрепляют свои позиции на рынке не только объемами, но и низкими ценами, которые европейские производители уже не всегда могут перебить. Если тренд сохранится, через пару лет мировой рынок электромобилей сможет сместиться в сторону Китая. И вопрос остается, а сможет ли Германия сохранить свои позиции на рынке, или ей придется конкурировать с быстрорастущими компаниями из Китая. И это только начало. В Нижней Саксонии и Бремени серьезные трудности в детских садах. Персонала настолько не хватает внимания, что почти 80% садиков вынуждены сокращать работу групп и изменять часы пребывания детей. Родители сталкиваются с тем, что раньше малыши могли быть в саду целый день, а теперь только на несколько часов. А сотрудники сталкиваются с высокой рабочей нагрузкой, административные задачи, замены и бумажная работа усложняют организацию работы с детьми. Даже если нанимают новых людей, они не справляются с потоком задач, пока не пройдет время на обучение. Руководители детсадов и профсоюзы говорят, что тянуть больше нельзя. Проблему нельзя залатать временными мерами. Требуются серьезные инвестиции, это ремонт зданий, закупка оборудования и дополнительная поддержка воспитателей. Иначе качество ухода за детьми будет падать дальше. Если власти сегодня не примут меры быстро, ситуация в детских садах может ухудшиться, группы сокращаются, а качество дошкольного воспитания может пострадать. А теперь внимание, дальше начинается самое неожиданное. Клаудия Рот из партии «Зеленые» выразила критику решения правительства Фридриха Мерца выделить 1 миллиард евро на новый фонд для защиты тропических лесов. По ее мнению, этой суммы недостаточно для эффективной поддержки защиты лесов, особенно учитывая, что другие страны тратят значительно больше. Рот подчеркнула, что Германия может упустить возможность укрепить свое влияние в области экологической политики. Она призвала увеличить финансирование, иначе вклад страны останется символическим, а леса продолжат исчезать. Фонд рассчитан на поддержку стран, которые сохраняют свои леса, а Германия будет перечислять деньги постепенно в течение 10 лет. А дальше еще интереснее, финансовое положение немецких городов заметно меняется из-за сложностей в автомобильной отрасли.
Доходы муниципалитетов от торгового налога сильно падают, и в некоторых городах, где расположены заводы, они упадут почти наполовину. Особенно тяжелая ситуация в городах с крупными автопроизводителями. Ингольштадт, где базируется Audi, уже готовится к дефициту в десятки миллионов евро и пересмотру состава персонала. В Рюссельхайме доходы от налога могут снизиться на 80%, а в Вайсахе почти полностью. Даже Штутгарт, крупный промышленный центр, ожидает падения дохода почти на миллиард евро. Власти ищут способы экономии, сокращают персонал, пересматривают расходы на культурные проекты и инфраструктуру, вводят новые налоги, например, на содержание собак. Эксперты отмечают, что без дополнительных мер многие города могут столкнуться с ограничениями в бюджетах. Тем временем в Германии новый поворот. Бывший канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что долгий отказ от строительства терминалов для сжиженного природного газа СПГ, ЛНГ был ошибкой. Он рассказал, что уже за несколько лет до кризиса выступал за такие терминалы на побережье, чтобы сделать энергоснабжение страны более гибким. По его словам, зависимость от поставок газа через трубы была высокой, и отсутствие альтернативной инфраструктуры создает сложности в энергоснабжении. Шольц сделал эти заявления во время допроса в парламенте земли Мекленбург-Передней Померании в рамках расследования строительства газопровода «Северный поток-2». Он также подчеркнул, что никогда не понимал, почему Германия не строила терминалы наряду с газопроводами. Это дало бы запасной путь в случае кризиса. Но на этом неожиданные моменты дня не заканчиваются. В Соединенных Штатах Америки компании, работающие с искусственным интеллектом, сообщили о нехватке электроэнергии для запуска новых дата-центров. Несмотря на миллиарды долларов, потраченные на суперкомпьютеры и серверы, центры просто простаивают. Электросети работают на пределе возможностей, строительство новых линий тянется годами. В Китае ситуация совершенно другая. Там власти предоставляют дата-центрам льготы на электроэнергию, а в некоторых регионах компании могут почти бесплатно использовать электричество целый год. Государство заранее инвестирует в расширение энергетической инфраструктуры и развитие возобновляемых источников, чтобы обеспечить бесперебойную работу технологических компаний. Эксперты отмечают, доступ к надежной и эффективной энергии играет сегодня важную роль в развитии технологий искусственного интеллекта. Соединенные Штаты Америки могут оказаться в менее выгодном положении, если не успеют наладить нужную инфраструктуру для своих суперкомпьютеров. И это не единственное, что сегодня взбудоражило Германию. Немецкие грузовые и железнодорожные компании выразили критику по поводу плана ремонта железнодорожной сети, предложенного Deutsche Bahn. Ассоциация грузовых перевозчиков сообщает, внимание, что почти 28 тысяч строительных объектов, запланированных на следующий год, требуют более точной организации. Грузовые компании ожидают перебоев из-за ремонта основных путей, возможны закрытия и объезды, а на альтернативных маршрутах ограничена пропускная способность. Директор ассоциации Петер Вестербергер указывает на возможные сложности в работе железнодорожной сети. Кроме того, компания утверждает, что Deutsche Bahn InfraGo – это дочерняя структура Deutsche Bahn, отвечающая за инфраструктуру железной дороги, может не удержать такой объем работ. Отдельным пунктом критики стало отсутствие компенсации за дополнительные расходы на длительные объезды грузовых поездов. Компании вынуждены преодолевать больше километров, и расходы на перевозку заметно увеличиваются. На этом пока все. Вы слушали последние новости Германии. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.